легальных и нелегальных каналов Telegram, кто за ними стоит. Сегодня я поговорил с одним из самых влиятельных админов русскоязычных порно-каналов. Приступим. Представься, как тебя зовут, если скрываешь имя, назови вымышленное или свой никнейм. Алоха. Алоха, хорошо. Думаю, спрашивать, сколько тебе лет и где ты живешь, глупый вопрос, так что перейдем к третьему. Чем ты занимался до того, как попал в свою сферу? Ничем, в школе учился. Как ты вообще пришел к этой деятельности, что стало первым шагом? Короче, это, наверное, скорее понял такая история. Спонтанно все, конечно, получилось. Изначально вообще, сколько мне было лет, наверное? 16, короче. Юношеский максимализм был определенный. Хотелось там машина, понял, не машина, короче. Естественно, таких объемов не было, чтобы какую-то там машину иметь. Но у отца была, короче, машина. И я как бы написал другу, как товарищу своему хорошему, типа там туда-сюда, говорю, пусть будет его, например, звать Юра, короче. Я говорю, Юр, слушай, я говорю, так и так хочу, короче, на пахановской машине покататься, бензина нема. И попросил у него денег, короче, в долг там машину заправить. А он как бы уже на тот момент в этой сфере крутился, там определенный оборот имел. И как бы он говорит, слушай, я, говорит, не буду тебе, короче, деньги занимать. Если хочешь, говорит, сам заработай, я тебе просто расскажу, покажу, короче. И вот так вошел я в эту сферу. Что было самым сложным на старте? Да нет, кстати, вложений как таковых вообще, в принципе, не было особо много. Только если закупка рекламы, наверное. На тот момент как-то это все более развито было в том плане, что реально было много манагеров, были даже целые там сообщества там по продаже и покупке рекламы. И как-то было легче крутиться в этом плане. Сейчас уже это не так все раскручивается. Но на тот момент, конечно, там старт, не сказать, что сложно, но и не сказать, что легко. Опять же, потому что телеграм-каналов много, и опять же развивать его в каком направлении, продажа приватки или продажа, допустим, рекламы, покупка рекламы, тоже было сложно как-то сосредоточиться. Наверное, было самое сложное изучить все это, понять, в каком направлении можно двигаться и в каком направлении, правда, можно что-то там взять, забрать, грубо говоря, заработать. Изучение, конечно, да, наверное, первый год, когда я заработал там первые даже 100 рублей, я вообще счастлив был. То есть даже к этим 100 рублям очень долго шли там, грубо говоря, чтобы заработать что-то. А первый заработок уже, наверное, пошел только со второго года. В принципе, больше мне нечего сказать здесь. Что для тебя важнее? Заработок, влияние, интерес к теме или что-то еще? Я в какой-то момент поймал себя на том, что мне в принципе нравится этим делом заниматься. Нет, есть определенное отвращение, конечно, в том плане, что постоянно ты видишь письки-сиськи, да, если грубым языком говорить. Мне нравится, сам процесс, грубо говоря. То есть с людьми тоже общаешься, какое-то взаимодействие есть. Тут, наверное, больше важно, как и везде, какие-то определенные товарищеские отношения. Как бы вроде бы такое направление, но нужно тоже уметь собрать там свою команду, если ты хочешь крупно работать, там, опять же, иметь того же программиста, там, человека, на которого ты мог бы положиться, там, или еще пару ребят, с которыми ты там можешь работать, там, свободно общаться на эту тему. То есть, наверное, тут важнее всего сам процесс. То есть, как и любая другая деятельность, нужно как-то любить это дело. Не сказать, что я прям влюблен в это, но то, что оно приносит, мне нравится. Хорошо, перейдем к следующему вопросу. Какие инструменты ты используешь для анонимности? Покупка телеграм-аккаунтов, VPN, прокси. Есть ли у тебя команда или ты все делаешь один? Команда, конечно, есть. Есть друзья, есть, то есть люди, на которых можно положиться. Одному трудно будет работать. Как часто меняются аккаунты, боты и прочее? Почему? В зависимости от ситуации. Опять же, если есть такая ситуация, что у тебя бешеный поток трафика, то, конечно, часто меняются, потому что
Есть люди, которым нравится твой контент, которые не имеют к тебе претензий, они пришли сюда за этим. Вот. Ну и есть люди, которые этот контент не очень любят, и они начинают закидывать тебя жалобами. То есть, соответственно, все зависит от трафика. Трафик большой, да, смена ботов телеграм-каналов большая, то есть постоянная, грубо говоря. Вот. Трафик маленький, то канал, естественно, живет дольше, и боты живут дольше, и так далее. Есть ли рекламодатель или спонсор у таких каналов? Рекламодатель всегда есть. Рекламодатели есть во всех направлениях, во всех сферах, я так себе скажу. То есть без разницы, гэмблинг это или адалт, какая-то тематика. Рекламодатель был и будет всегда. Но в основном в нашем направлении это больше, конечно, там сайты по знакомствам, сайты там с казино и так далее, короче. В таких направлениях. Сколько примерно может стоить реклама в таком канале? Стоимость рекламы, конечно, зависит, во-первых, от охвата, то есть и количества подписчиков. Я помню, когда я занимался конкретной рекламой, то есть, покупкой и продажей рекламы на своем канале, были даже определенные формулы, как можно вычислить, вернее, стоимость рекламы, вот, и она там зависела, по-моему, от охвата, то есть от просмотров, так называемые глазки, которые они есть в Телеграме, то есть глазки, которые на постах. Вот, целевых, то есть это лайки, реакции, то есть чтобы выявить, живые ли у тебя подписчики, потому что, опять же, вообще очень редка такая практика, что люди там, грубо говоря, делают канал, накручивают на него там подписчиков, накручивают на него реакции и потом там продают, грубо говоря, рекламу полноценно, как за живую аудиторию, выставляют ценники на рекламу за пост. Вот. Поэтому цена на рекламу зависит от целевых действий, от просмотров, от охвата канала и так далее. Есть ли конкуренция? Чем ты отличаешься от подобных каналов? Конкуренция, конечно, есть. Конкуренция везде есть. Без конкуренции никуда, как бы. Это определенный двигатель прогресса в любом направлении, чем бы ты ни занимался. Конкуренция, конечно, есть. Очень большая конкуренция, причем. И даже, я бы сказал, жрут друг друга здесь. Конкретно жрут. То есть был период, когда лояльно работали, не трогали друг друга. Был период, когда жрали друг друга. И до сих пор, наверное, это сейчас продолжается. Вот, например, по сравнению с прошлым годом. Все было, конечно, совершенно иначе. Время от времени все очень резко может меняться. Ты даже не замечаешь, как это все происходит. Вот. А чем я отличаюсь? Да ничем. Чем ты тут отличишься? Контент есть контент, и он однообразен. Только если какой-то эксклюзив запускать, но он, естественно, запретный. Ты такие вещи не будешь выкладывать в открытую. Да и, в принципе, лучше этим не заниматься, так как оно определенным образом наказуемо, так скажем. Вот. Тогда следует похожий вопрос, точнее, связан с прошлым твоим ответом. Откуда берется контент, который ты публикуешь? Да, откуда он может браться, так же, как и другие ребята, либо они просто копируют их с других каналов, либо они просто выкладывают студийное порно, которое ты можешь везде найти, то есть без каких-либо проблем. То есть весь контент берется в свободном общем доступе, и то есть всем актерам, там, кто там является, пусть даже будет это любительская или домашняя порнография, которую ты можешь найти спокойно на Порнхабе, да, вот, то есть они все достигли 18-летнего возраста. Иначе ты не можешь работать. Это очень быстро каналы блокируются. Даже если, пусть будут актеры 18-летнего возраста, все равно могут каналы блокироваться. И пускай даже если актер будет 18-летнего возраста, но при этом она будет молодо выглядеть, канал все равно будет заблокирован там по определенным причинам, грубо говоря, с изображением там несовершеннолетней, допустим, девушки или несовершеннолетнего парня, неважно, там, вне зависимости от пола. Вот, поэтому вопрос с контентом довольно тяжелый в каком-то плане, наверное, да. Потому что чего-то эксклюзивного ты не выложишь, как бы порнуха есть порнуха. А что ты еще найдешь? Везде есть письки, сиськи и так далее. Вот. Что тут еще сказать? Больше ничего. Опять ты плавно подошел к следующей теме. Есть ли у тебя какие-то правила или границы в том, что можно, а что нельзя публиковать? Да,
Да, конечно, вот опять же, о чем я говорил, если актриса или актер в ролике, да, ну, грубо говоря, в кавычках я беру актриса-актер, потому что есть студийная порнография, есть любительская порнография, и она же там домашняя, грубо говоря. Вот, если выглядит молодо, то, конечно, это лучше пропускать мимо, вот, если ты рассчитываешь на то, чтобы твой канал жил дольше. Вот. Потому что рано или поздно, какой бы ты канал ни вел, если он порно-тематики, он будет заблокирован в любом случае. Поэтому отбор видео, конечно, идет, постоянно ты смотришь на это. Я не знаю даже, я не могу даже сказать, честно говоря, повлияло ли это на мою психику каким-то образом. Может быть, повлияло, может нет. Ну, раздражает, конечно, постоянно это видеть. Ну, что поделать, ты этим занимаешься, тебе приходится с этим сталкиваться. Как бы оно тебе противно не было, как бы, грубо говоря. Работа есть работа. Вот, поэтому, да, идет там определенный отбор, кастинг, я бы сказал, видео, на котором ты выбираешь, грубо говоря, что тебе можно выложить, а что тебе выложить нельзя. Какие есть способы обхода блокировок со стороны Telegram? Да нету способов. Telegram давит, душит и так далее, потому что политика Телеграма, она направлена в первую очередь против этого. То есть, как бы, мессенджер же безопасным считается. Вот они пытаются обезопасить каким-то образом. Вот. Но, слава богу, не как в ТикТоке сейчас. Допустим, тот же ТикТок, там, я пытался, грубо говоря, там, двигаться в направлении, там, по ТикТоку выкладывать какие-то видео. ТикТок более, конечно, жесток в этом отношении, чем Телеграм. Но все равно, как бы, он найдет способ, за что тебя и как заблокировать. То есть сейчас очень много вводится, те же нейросети, те же там команды Телеграм новые, которые против там определенного абуза и так далее. Откуда ты берешь трафик? Как я понял, с сайта, расскажи поподробнее. Ну, трафик, он может браться с различных источников. Например, ну, тот же сайт, да, ты можешь написать там тот же сайт, например. Вот. Не хочу оглашать, опять же, это же хлеб мой, чей-то еще. Вот. Пусть там все знают, есть порно-сайты, и как бы, вот, останемся на этом. Ну, в первую очередь, как все знают, как и с любым другим каналом, ты можешь держать канал, грубо говоря, любой другой тематики, также и порнография, также там готовка, кухня, я не знаю, что-нибудь еще. Ты можешь заниматься, брать трафик откуда? Ну, естественно, покупка рекламы в другом паблике. Вот. Или как раньше было, обмен трафиком, или я не помню, как это называется, честно говоря. Вот. Но пацаны, грубо говоря, взаимный пиар это называлось, вот, я вспомнил. Вот, взаимно пиарили друг друга, если там у тебя равное количество подписчиков, грубо говоря, на канале, там, у тебя, допустим, там 3000, у чувака там, допустим, там 3200, 3300, неважно, в общем, в этом диапазоне, то есть близко друг к другу, они взаимный пиар делали, то есть рекламили друг другу у себя на каналах и так далее. Много способов, на самом деле, если у тебя голова работает, можно гнать трафик также из ТикТока, из Телеграма, не из Телеграма, а из Инстаграма. Вот, с того же Ютуба и так далее. Если ты умеешь как бы трафик переливать, то ты можешь трафик брать откуда угодно. Без разницы, что это могло бы быть любая соцсеть. Да хоть с улицы, я не знаю, нарисовать свой тег, и чтобы люди заходили, он как там наркоши двигаются в этом плане. Вот. Боялся ли быть найденным или получать угрозы? Ну, конечно, в любом случае ты боишься определенных вещей. Определенный страх есть. Вот. Ну, не знаю, не скажу. Как-то однозначного ответа не могу дать на этот вопрос. Вот. Просто как бы работаешь и об этом не задумываешься, наверное. Вот. И как бы, не знаю. Нет, конечно, опасения есть определенные. Но оно остается, надеюсь, на уровне опасений. Почему, по-твоему, такие каналы популярны? В чем причина интереса? Ну, как бы человек, опять же, если углубляться, да, в вопрос, как бы, люди, физиология требует, как бы, определенным образом удовлетворять себя, и люди разные бывают. Ты можешь быть там чувачком, которому снять девчонку вообще можно спокойно, там, по щелчку пальцев, грубо говоря. Но есть там задроты какие-нибудь, вот. Опять же, если у человека, если, например, какие-то психические заболевания, как бы он там не может себя контролировать, ему нужно это сделать, там,
в силу каких-то психологических, то есть заболеваний психических, не знаю, как правильно. Вот. То есть он не может себя там контролировать, грубо говоря. Это я всегда это сравнивал, наверное, как с приходом у наркоманов. Хочется, короче, бахнуться, понял, вену, вот, и, наверное, чуваки тоже в каком-то плане, у них тоже есть какие-то потребности в этом плане. Вот. Кому-то, то есть, нравится, там, грубо говоря, может нравиться секс, вот, а кому-то больше нравится подрочить. Если бы тебе предложили уйти из этой сферы, предложив хорошую замену, ты бы согласился? Да, да, вообще прям смело, да. Просто я сейчас, опять же, чем сейчас заниматься, хороший вопрос. Чем сейчас, за что сейчас можно схватиться? Вот. А это как бы это та вещь, которой я занимаюсь уже много лет. Вот, который я знаю, который дает мне там определенный заработок, грубо говоря. Вот. Ну а если вдруг появляется какая-то альтернатива, ну, то есть достойная альтернатива, равнооплачиваемая или больше оплачиваемая, чем это, которая у меня сейчас имеется на данный момент, то, конечно, я бы смело ушел отсюда, потому что, как я уже и говорил, постоянно смотреть на вот эти сцены, это, ну, честно говоря, реально тяжело, это глаза устают, и постоянно это видеть, потому что, как я говорил, отбор контента тщательно проходит достаточно, вот. Поэтому, конечно, неприятно лицезреть постоянно вот это вот. И да, я бы, наверное, смело ушел вообще без каких-либо вопросов, проблем. Ну, если, естественно, конечно, как ты сказал, это было бы равноценно, вот, достойно. Теперь финальные слова, финальный вопрос. Что, по твоему мнению, должно измениться в обществе, чтобы подобные каналы потеряли актуальность? Да, они не потеряют актуальность никогда. И не изменится. Люди всегда будут такого требовать им. Как говорится, хлеба и зрелищ. Вот. Люди зачем в Таиланд, например, ездят? Отдохнуть, блядь. Я уверен, что, блядь, 90% людей туда потрахаться с трансами ездят. Люди трудные существа, я бы сказал. Потому что разврат, как бы, он будет преследовать человека постоянно. Ему постоянно чего-то хочется, вот такого вот. И люди, которые с сильной силой воли, как тавтология, как сказать, у которых есть сила воли, наверное, так будет правильно сказать, их очень мало. Как говорится, там, оторви свою правую руку, как там, вот, или вырви свой правый глаз, когда ты видишь что-то подобное. Потому что большинство, конечно, поддается искушению. Хочется расслабиться там. Вот. Ну, не знаю. Люди всегда будут за этим следовать. Это никогда не закончится, наверное. Потому что это достаточно трудно. Как я и говорил, ты поддаешься искушению в любом случае. Как бы тебе хочется как-то удовлетворить себя, там, свои фетиши. Вот. И как бы ты этого никак не уберешь, оно будет всегда. Это был финальный вопрос. На этом все. Спасибо за интервью. Пиздец просто. Владелец порно-канала берет интервью.